Тирания. Что она такое и почему ее все не любят? Правитель-тиран, государственная тирания, давно стала штампом в речи и однозначно плохим явлением. Но в реальности все несколько сложнее. Тирания не появилась только лишь как блажь взорвавшейся элиты, которая обрекает население на прозябание, а часто появлялась как единственная эффективная форма правления в текущей ситуации. Посмотрим, откуда взялось явление и от чего оно стало откровенно негативным. Буквально, тирания – это форма государственной власти, основанная на единоличном правлении. Термин «тирания», особенно с эпохи Просвещения, приобрел нарицательное значение жестокое, деспотичное правление, в том числе и по отношению к наследственным монархиям. В узком смысле термин «тирания» применялся к полисам и правителям Древней Греции, где и возник термин «тиран». Но кроме того, ею управлялись целый ряд средневековых городов-государств Северной и Средней Италии, называясь, однако, синьории. Известно несколько исторических типов тирании. Ранее греческая тирания. Проперсидская тирания в завоеванных персами греческих городах Малой Азии и на островах Эгейского моря, где формально правили греки, но под контролем персов, ущемляя соплеменников. Поздняя греческая тирания. Ранняя тирания в Греции возникла в период становления полисов в процессе ожесточенной борьбы между родовой знатью и демосом, возглавлявшимся торгово-ремесленной верхушкой города. Получила распространение в экономически развитых районах Греции. Придя к власти с помощью вооруженной силы и опираясь на поддержку демоса, тираны проводили важные преобразования по улучшению положения ремесленников. Крестьян, беднейших городских и сельских слоев. Например, такими тиранами были Кипсел и Периандр в Коринфе, Феоген в Мегаре, Фросибул в Милете, Писистрат в Афинах, Гелон, Гиерон, Фросибул в Сиракузах. Обычно реформы были направлены против родовой аристократии и способствовали закреплению элементов классового общества и государства. Так как сопротивление реформам среди знати было высоким, тиран опирался на войско и принуждение, чем и вызывал негатив. При этом тирания не была прочным режимом и изжила себя, уступив место полисной республике. Тиранов убивали, их реформы проваливались, а сила часто пасовала против олигархии. Проперсидская тирания существовала в период завоевания персами греческих городов Малой Азии и островов. Среди греков было немало тех, кто служил наемниками у персов, а также не имел возражений, чтобы стать царем на их службе. И тиранами греки называли поставленных над ними персами наместников из представителей олигархических кругов, например, Селасонт на Самосе, Кой в Митилене. Их ненавидели еще и как предателей. Позднегреческая тирания возникла в условиях острой социальной борьбы состоятельной и знатной верхушки полиса с разорявшимися слоями демоса. Осуществлялась предводителями наемных отрядов и привела к ликвидации полисных республик, например, Дионисий Ай-старший, Агафокл и другие в Сиракузах, Ликофрон и Ясон в Фессалии, Маханит и Набис в Спарте. На этот раз рассказы о мудрых и справедливых тиранах вовсе отсутствуют. Тираны были окружены всеобщей ненавистью и сами, в свою очередь, жили в атмосфере постоянного страха. В схожем с греческим смысле слово «тиран» употреблялось в Средневековье к правителям городов-государств Северной и Средней Италии. Семейства с древними корнями и большим богатством сменяли друг друга и строго карали конкурентов, как, например, семейство Борджиа. В новое время приходит новое употребление термина «тирания», смешивающее ее с деспотизмом и абсолютизмом. Мыслители просвещения указывали на тиранический характер правления монархов, против которых направлялись революции, например, американская против власти Георга или Великая французская против Людовика. Джон Лок, отстаивавший идею о праве народа на восстание против тирании, в своем труде «Два трактата о правлении» так определял тиранию. Тирания – это осуществление власти помимо права, на что никто не может иметь права. И это есть использование власти, которую кто-либо имеет в своих руках, не на благо тех, кто подчиняется этой власти, но в целях своей личной частной выгоды, когда правитель,
какими бы полномочиями он ни обладал, кладет в основу своих действий не закон, а свою волю, и его распоряжения и действия направлены не на сохранение собственности его народа, но на удовлетворение его собственного честолюбия, мстительности, жадности или какой-либо другой недостойной страсти. Тираны выходили иногда из рядов высших правительственных лиц, пританов, например, Фросибул в Милете, или архонтов, старавшихся насильно продлить или усилить свою власть. Но чаще всего это были аристократы по происхождению, из расчета, честолюбия или из-за личной обиды, разрывавшие связь с своим сословием, становившиеся во главе демоса и с помощью его, силой или хитростью, захватывавшие власть в свои руки. Тираны редко удерживались от клановости, предоставляя высшие должности своим родственникам или приверженцам, как делал Писистрат, что усиливало гнет, так как назначенцы охраняли свои места, яростно осознавая случайность своего взлета. В тирании не питали иллюзий относительно народа, поэтому всегда выступали против излишнего скопления населения в городе и старались отвлечь его внимание от государственных дел. Это повышало риски бунтов. Опорой их служила прежде всего военная сила, отряд телохранителей, укрепленный дворец, гарнизоны крепостей и на границах, а для этого тираны должны были обладать большими денежными средствами и вводить налоги, иногда в форме прямого обложения, очень быстро переходя просто к грабежу и обиранию народа до нитки, чтобы кормить себя и своих защитников. Тираны вступали в союз друг с другом и в тесные связи с Востоком, вообще развивали широкую внешнюю политику, старались распространить свое влияние не сколько для торговли в стране, сколько для создания плацдарма для бегства в случае опасности и создания образа могучего правителя, с которым ищут дружбы все вокруг. Тираны искали и нравственные опоры для своей власти в дружественных связях с Олимпией и в особенности с Дельфийским оракулом. Они водили новые культы, покровительствовали культу Диониса, богам сельского класса, устанавливали массовые празднества, чтобы внушить толпе легитимность. С той же целью они содержали поэтов, художников, зодчих, которые в своих работах славили тирана, а заодно и создавали настоящие шедевры своей области. Клановость затрагивала все сферы и быстро приводила к целым династиям тиранов на своих местах. Арфагориды в Сикионе, властвовавшие в течение 100 лет. Из них особенно замечателен Клисфен. Из других тиранов выдаются Кипсел и Периандр в Коринфе, Феоген в Мегаре, Писистрат и его сыновья в Афинах, Поликрат на Самосе. Многие тираны, особенно основатели династий, были выдающимися личностями, обладавшими мужеством и глубоким умом. Но тирания имела немало и темных сторон. Если уже наиболее выдающиеся тираны, основывавшие династии, оказывались слишком неразборчивыми в средствах и слишком подозрительными, то их преемники тем более. Не имея ни тех талантов, ни тех заслуг, которые давали их отцам и предшественникам некоторое право на могущество, сознавая незаконность своей власти, они становятся еще более подозрительными и жестокими. Видят свою опору исключительно в силе, в наемной страже, пренебрегают интересами демоса, которые делаются для них совершенно чуждыми и непонятными, и воздвигают гонения на всех. Глухая тирания, закрытая в себе, ощетинившаяся копьями и давящая все инакомыслие быстро деградировала, отставала в развитии, и если не становилась жертвой более активного соседа, то быстро становилась утомительной даже для тех, на кого опиралась. Тоскливое общество с пресыщенным старым маразматиком на троне обычно становилось посмешищем, что и было его ахиллесовой пятой. Уже Фалес Милецкий крайне отрицательно отзывался о тиранах в своих изречениях. Так, самым удивительным в мире он называл тиранов старости, намекая, что мало кто из них доживает до преклонного возраста, погибая от покушений и очередных переворотов. В эпоху развитой демократии отношение к тирании было однозначно негативное, и именно тогда этот термин приблизился к своему нынешнему значению. Тирания сама по себе воспринималась зрелым гражданским сознанием как вызов справедливости и основе существования гражданского коллектива, всеобщему равенству перед законом.
О Диогене, например, рассказывали, что на вопрос, какие животные самые опасные, он ответил: из домашних – льстец, из диких – тиран. На вопрос, какая медь наилучшая, та, из которой сделаны статуи Гармодия и Аристогетона, убийцы тиранов. Потому тирания исторически становилась тупиком, она применялась редко и недолго, и только тогда была эффективной. Десятилетняя тирания уже была обречена в скорой перспективе. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.